Приветствую, фермеры, ну или просто зрители. Знаете, в мире существует множество инди-игр, о которых мало кто знает, но в которые стоит сыграть. Однако, видео об этой самой игре обычно не так много. В частности, я имею в виду ознакомительные видео, то есть обзоры или краткое описание игры. Благо, у Shotgun Farmers есть ознакомительные видео. Среди них есть видео от Зомбира, которое я рекомендую к просмотру, ибо хоть ему и 4 года, но оно все еще актуальное. Видео от бывшего члена сообщества Shotgun Farmers Лазанья, которое я тоже могу порекомендовать, но видео рассказывает об Shotgun Farmers более образно. А также есть видео от Peanut Butter Bucket, которое очень странное. They're exploding pumpkins Like an addict, do I gotta have it? called bumpkins that will make you say, "Oh my gourd," and propane tanks that will give you a quick barbecue. Watch out for horses. They'll kick you if you get too close and they get startled. So don't be a naysayer. Но в целом, все обзоры и ознакомительные видео об Shotgun Farmers объединяет то, что они все либо отчасти устарели, либо они не очень хорошо сделаны. И в итоге я решил сделать свое, более информативное ознакомительное видео о Shotgun Farmers. И я сразу скажу, что это не обзор, а именно видео для ознакомления с игрой. Я здесь буду рассказывать об игре, но при этом не сильно анализировать ее. И при этом давая достаточно много информации для понимания тех или иных вещей. Хотя вот перечитываю сценарий и понимаю, что это не особо ознакомительное видео. Это больше выглядит как гайд для совсем новеньких. Да ладно, хуй с ним, пошло все в пизду. Так что давайте не будем медлить и уже начнем. Если вы смотрите это видео только для того, чтобы узнать, стоит ли играть в игру или нет, то вы можете пропустить эту главу, ибо эта глава не обязательна к просмотру. Однако, данная глава может показать, насколько большой и интересный путь прошел Shotgun Farmers вместе с его создателем. Знакомьтесь, Waze Quasi, в интернете известный под именем Quasi TV, ну или же просто Quasi. Родился 4 мая 1988 года. И ему сейчас 36 лет. Родом он из Бангладеша, о чем он сам сказал на одном из старых стримов. На данный момент он живет в Нью-Йорке. Про его детство мало что известно, да и в принципе о жизни Quasi до его интернет-карьеры. Единственное, что нам известно, так это то, что он окончил колледж. В принципе, то же самое могу сказать и про начало интернет-карьеры, ибо найти самую раннюю активность Quasi по сути невозможно. Разве что спросить самого Quasi, но я думаю, этого не стоит делать для такого видео. Самое раннее, что нам известно об интернет-карьере Quasi, так это то, что он основал свою студию Megastorm Games, которая была создана 30 апреля 2014 года. На тот момент в студии работало всего 2 человека. Сам Quasi и Джулиан Шахан... И Джулиан Шахана... Блять. И Джулиан Шаха... И Джулиан Ша... И Джулиан Ша... Блять. И Джулиан Шанахан, который был музыкантом. Саня! Нахуй иди! Саня! Иди ты нахуй! Сань! Они видят Да меня! Саня, блядь! Да Саня, ёбаный! Да, блядь, Саня, поехали! И Quasi с ним работает по сей день. Дальше информация снова обрывается вплоть до 2015 года. Именно начиная с весны 2015 года в ранний доступ попадает Skyhook. Skyhook был первой полноценной игрой Quasi, ради которой Quasi бросил свою работу, чтобы тратить больше времени на Skyhook. Весь процесс создания игры он стримил на Твиче, и именно тогда он начал набирать свою первую аудиторию. Сама игра была полностью завершена 17 мая 2016 года. К сожалению, сама игра не получила какой-либо популярности, и игра до сих пор известна за счет того, что ее сделал создатель Shotgun Farmers. В самом 2016 году Quasi становился все более известным и уважаемым. В мае 2016 года он смог попасть на Twitch Spotlight. У самого Quasi начали брать интервью, а по интернету теперь гуляли его пиксель-арт работы. Но самым главным событием 2016 года для Quasi было созданием своего геймджема Quasi Jam. На тот момент у Quasi была какая-никакая аудитория, включающая в себя всяких программистов-любителей. О первых Quasi Jam'ах нам практически ничего не известно, а единственную информацию о них можно найти на сабреддите Quasi Jam. Сам Quasi Jam проходил почти каждый месяц, пока не настал Quasi Jam 8. Именно на этом джеме был создан самый первый прототип Shotgun Farmers.
Из видео Exploding Apple об истории Shotgun Farmers нам известно, что Skyhook не стал популярным из-за того, что в игре не было онлайна. Однако, на тот момент Квази не знал, как сделать онлайн-игру, тем более практически в одиночку. Но 12 сентября 2016 года вышла игра от друга Квази из Beaten Toast Games, а именно What the Box. Мультиплеерная игра, где он должен играть за коробку и убивать другие коробки. После того, как Квази увидел, что онлайн-игру может создать даже один человек, Я охерел просто. Квази решил создать свою онлайн-игру. На тот момент он вдохновился различными шутерами, в которые он сам играл. Но он хотел создать свой, уникальный шутер. Ибо, как сам сказал Квази, он не хотел создавать очередной военный шутер, ибо это было не в его стиле. Он пытался найти самого маловероятного претендента на роль героя из шутера. И в итоге он остановил свой выбор на фермере. Можно подумать, что концепт завершен, и идея была такая же, как и сейчас. Но нет. Тогда суть была в том, что было две команды — кролики и фермеры. Кролики имели возможность закапываться под землю, а их цель была, естественно, воровать морковь. А фермеры должны были оборонять морковь от кроликов, используя дробовики. Квази решил рассказать об своей идее своему другу. Тот в ответ сказал: «Ох, я думал, ты скажешь, что фермеры будут выращивать дробовики». Это была шутка от друга, но эта шутка изменила все. Сам Квази Jam 8 начался 28 октября 2016 года и длился 8 дней. Весь процесс создания первого прототипа он стримил на Твиче. Тогда первый прототип выглядел так. Это что такое, а? Тогда игра своей графикой напоминала Майнкрафт. Хотя это просто стиль, который ранее уже был в других играх Квази. Сам геймплей тоже тогда был другим, хоть суть была такой же, как и сейчас. Была всего одна карта с домом и двором, на котором и происходили все баталии. Тогда было всего одно оружие — дробовик, причем реальный. В принципе, история могла закончиться здесь, но Квази увидел потенциал в игре, и Квази решил продолжить развитие игры. И тогда же вышло еще несколько прототипов игры. Кстати, тогда фермеры сражались не с другими фермерами, а внезапно с бандитами. Пока не прошло чуть больше месяца. На 32-й день разработки начинается pre-альфа-версия. Хотя на самом деле игра все время была в альфе. Я не знаю, почему люди начали называть этот период pre-альфой. Тогда игра начинала приобретать все более привычный нам вид. Но были отличия. Во-первых, все оружие до сих пор было реалистичным. А во-вторых, вся графика игры была либо такой же геометрической, либо вообще взятой из бесплатных источников. Зато здесь уже появились привычные нам модельки. Интересно, что изначально у моделек были конечности, но из-за багов Квази на следующий день просто убрал их. Постепенно игра развивалась. Оружие становилось более похоже на овощи. Карт становилось больше. Игра начала приобретать свой фирменный стиль. А также Shotgun Farmers появился на Steam Greenlight. Все это шло, пока не прошло полгода. 1 июня 2017 года игра вошла в ранний доступ. Этот день один из самых значимых во всей истории Shotgun Farmers. Мало того, что это привлекло новых игроков, так и спустя некоторое время на игру обратили внимание на тот момент крупные летсплейщики, что дало огромный буст для Shotgun Farmers. В нее смогли сыграть Markiplier, Ванес и его команда, Stamped и многие другие. Даже были летсплееры из других стран, например, тот же Куплинов Play. В итоге всего этого у Квази появилась какая-никакая популярность и аудитория, и Shotgun Farmers вошла в свою золотую эпоху. Период с 2017 по 2019 год, ибо тогда обновления выходили часто, они были качественными, в команде появлялось все больше людей, а комьюнити было хоть и небольшим, но крайне ламповым. Все так и шло, вплоть до 2019 года. 8 марта 2019 года, спустя больше 3 лет разработки, игра выходит в полный релиз, что тоже привлекло игроков, но не ютуберов. И постепенно игра начала угасать. Да, обновления выходили, даже крупные, но база игроков просто уменьшалась. И были все риски того, что игра просто закроется, а Квази снова придется пойти на работу, чего никто не хотел. И тогда, в декабре 2019 года, Квази решает заключить сделку с дьяволом и зарегистрироваться в одной соцсети. Конечно же, я имею в виду ТикТок. Сколько бы не было споров насчет существования ТикТока,
TikTok на тот момент спас игру. Из-за абсолютно ёбнутых алгоритмов ТикТока видео Quasi начали попадать в рекомендации, что привлекло огромное число людей. В итоге всего этого 2020 год стал самым активным для Shotgun Famers. Именно в 2020 году был поставлен рекорд Shotgun Famers по онлайну. 450 человек одновременно. В 2020 году достаточно часто выходили обновления, хоть они были небольшими. Плюс к команде присоединилось больше людей. Также в 2020 году случилось два важных события. 18 сентября появился мерч, а 25 сентября вышел самый первый порт на другое устройство. Им стал Xbox. Hey Xbox, thanks. I hope you could refurbish this shit. Сам порт очень хорошо продавался и занял первое место в таблице лидеров продаж на тот момент. В 2021 году активность игроков снизилась, но была все еще достаточно большой, а обновления все так же часто выходили. В 2021 году было всего одно важное событие. 19 марта вышел порт на PlayStation 4. 2022 год был не самым лучшим для Shotgun Famers. Первая половина года была достаточно активной. Тогда выходили неплохие обновления, а также начали появляться коллаборации с другими играми. Да, коллаборации были и раньше, но начиная с 2022 года коллаборации стали куда более масштабными. И первой такой коллаборацией была коллаборация с Move or Die. Но вот вторая половина 2022 года была максимально сухой. Единственное, что тогда случилось, так это порт на Nintendo Switch, который был готов давно. Такой сухостью во второй половине 2022 года была обусловлена разработкой особо крупного обновления. И в 2023 году произошло последнее на данный момент крупное событие. 20 января вышел Shotgun Famers 2.0, который добавил первый сезон. И теперь каждое новое обновление выходит каждые полгода. После первого сезона особо крупных событий не было. Разве что порт в Epic Game Store, а также плюшевая игрушка Бок Бока, которую можно было получить, вложив деньги на makeship.com. На этом, по сути, история Shotgun Famers заканчивается, ибо никаких более крупных событий не происходило. И теперь вы понимаете, насколько большой путь был у Shotgun Famers. И теперь мы можем перейти к рассказу о самой игре. Сюжет в Shotgun Famers. Вы серьезно? Сюжета у Shotgun Famers нет, и он как бы тут и не нужен. Ибо пытаться объяснить как минимум, почему фермеры воюют с другими фермерами, себе дороже. Вместо сюжета у нас здесь лор. Но лор зачастую просто дает бэкграунд только одной карте. Хоть лора тут и не особо много, но в нем достаточно интересно копаться, хоть это уже и для любителей. Так что давайте лучше перейдем к самой длинной главе. Итак, давайте сначала разберем самую базовую информацию игры. Shotgun Famers — это арена-шутер, где преобладает скорость, реакция и скилл, а также немного тактика и работа с командой. Игра дает большой простор для изучения самой игры. В игре легко освоиться и понять основные механики, но тяжело стать мастером. В игре на данный момент достаточно много контента, чтобы засесть здесь как минимум на 100 часов. Среди контента большое количество оружия, неплохое количество карт и куча косметики, которую можно открыть только играя в игру, без каких-либо микротранзакций. Здесь все еще присутствует онлайн, а игра стоит всего $10 и доступна почти на всех устройствах. Такое бы описание я лично бы дал игре. А теперь давайте поподробнее. Как я уже сказал, Shotgun Famers — это арена-шутер, поэтому игрок здесь достаточно шустро двигается и имеет неплохой комплект движений. Из базовых кнопок и механик тут можно двигать камерой, просто двигаться, прыгать, приседать, посмотреть таблицу матча, открыть меню, собирать урожай, ну то есть подбирать оружие, стрелять, прицеливаться, бить прикладом, менять оружие, осматривать оружие, а также использовать эмоции. И этого достаточно, чтобы изучать механики игры и всякие приемы. Также, помимо этого, у игрока нет урона от падения, попадание в голову наносит повышенный урон, а при смерти с игрока выпадает все его оружие, кроме лопаты. Сам игрок имеет 100 единиц здоровья, однако на каждой карте есть пауэр-апы, которые могут вас вылечить или дать какой-либо другой эффект. В игре их всего 5. Moonshine восстанавливает 50 единиц здоровья. Маленький Moonshine восстанавливает 25 единиц здоровья. Mumu Milk дает 100 единиц щита. Щит —
это вторая полоска здоровья, которая поглощает 35% получаемого урона. Минимум Milk дает 50 единиц щита. А также Ghost Pepper делает вас как бы невидимым, но вас все еще можно заметить. Сам эффект длится всего 15 секунд. Все пауэр-апы, кроме Ghost Pepper, восстанавливаются за 30 секунд, а Ghost Pepper восстанавливается за минуту. Практически на каждой карте количество пауэр-апов одинаковое, и чтобы хорошо играть, вам как минимум нужно будет запоминать местонахождение пауэр-апов. Это может показаться скучным или сложным, но на деле за 10 часов игры вы уже рефлекторно будете знать, где находится тот или иной пауэр-ап. Сейчас я провел вам лекцию по восстановлению здоровья. Но как уменьшать это здоровье у других игроков? Конечно же, при помощи оружия. Но надо сначала рассказать про самую главную механику этой игры, которая уже стала слоганом игры. Каждое основное оружие периодически выстреливает семечком. Количество и местоположение семечек в оружии фиксировано. Если игрок не попадет пулей с семечком во врага, то эта семечка попадет на землю, где вырастет новое оружие. Само оружие будет определенное время расти, в зависимости от самого оружия и местонахождения. После того, как оружие вырастет до максимального размера, то через некоторое время оружие начнет гнить, уменьшаясь как в размере, так и в количестве патронов. Из-за гниения вы не сможете засрать всю карту и дропнуть сервер. Ну, если вы не соберете команду из 10 человек. Но нахер это оно вам надо? Кстати, о патронах. Здесь присутствует еще одна механика. Здесь, как таковой, нет перезарядки. То есть, если вы опустошите свою обойму, то вы не перезарядитесь. Вы выбросите оружие. И именно из-за этого вам нужно будет собирать урожай, либо пополняя свою обойму, либо меняя одно оружие на другое. И теперь, когда я рассказал две основные механики игры, мы можем поговорить о арсенале оружий. В игре всего 22 оружия. Но на самом деле 20, ибо двое из них, а именно Снежок и Нож Мясника, доступны только в некоторых режимах, и учитывать мы их не будем. Все оружия делятся на три типа. Обычное оружие в количестве 14 штук, ближнее оружие в количестве 1 штуки и гранаты в количестве 5 штук. Поскольку у меня более подробный обзор, я вкратце расскажу об каждом оружии. Ну или потому что вы зашли сюда по приколу и мне нужно хоть что-то вам рассказать. Начнем с ближнего оружия. Лопата практически всегда будет находиться на вашей спине и почти в каждом режиме будет доступна. Лопата наносит 50 единиц урона спереди и 100 сзади. Зачастую лопату используют в качестве способа передвижения, ведь лопата имеет самую высокую скорость в игре. И это даже не прием, это база. Также лопата не будет выпадать после смерти, как я ранее уже сказал. Теперь к обычному оружию. Обычное оружие можно встретить либо на спавнах, которые всегда фиксированы, либо в кроп-дропе, в местном аналоге аирдропа, либо после того, как пролетит кроп-дастер. Дробовик. Оружие без всяких каламбуров в своем имени. Дробовик — база игры, ибо слово дробовик даже написано в названии игры. Имеет среднюю дистанцию стрельбы и может ваншотнуть игрока вблизи, даже если у того есть щит. Зачастую дробовик будет стартовым оружием и будет всегда появляться у вас в руках с неполной обоймой после смерти. Снайперагус Райфл. Ты ебанушка! Ты че сделал? Снайперская винтовка. Самая базированная база всех. Хоть эта винтовка имеет всего 5 патронов, в руках мастера она может выпилить всю вражескую команду. Ибо хоть выстрел в тело наносит стандартные 50 единиц урона, выстрел в голову убивает мгновенно и без лишних вопросов. А также у снайпы нет ограничения на дальность. Из-за чего Снайперагус стал самым востребованным оружием среди профессиональных игроков. Пиавольвер. По сути, это кастрированная версия Снайперагуса. Пиавольвер имеет почти столько же патронов и также может мгновенно убить выстрелом в голову. Но есть два подвоха. Первый — это то, что Пиавольвер не убивает выстрелом в голову, если у врага есть щит. А второй — урон зависит от дальности. Чем дальше вы от врага, тем слабее урон. Из-за чего для использования Пиавольвера нужен определенный скилл. Однако у Пиавольвер есть еще один плюс. Выстрелом в голову можно и лечить союзника. Данной способностью обладает еще некоторые оружия, но я не буду это больше упоминать, ибо лучше вы сами изучите это. Ну или зайдите на Vikera Rocket Launcher. Просто ракетница. Самое простое, но все равно сильное оружие в игре. Granate Launcher. Одно из моих любимых оружий. Это гранатомет. И этим все сказано.
What makes me a good demo man? If I were a bad demo man, I wouldn't be sitting... Однако полет снарядов сложно контролировать, и лучше использовать это оружие вблизи. Чили Фровер. Огнемет. Считается чуть ли не худшим оружием в игре, из-за того, что оружие имеет ограниченную дальность. А также, чтобы убить врага, нужно время. Особенно на убийство врага со щитом. Что в такой игре, как Shotgun Famers, буквально смертный приговор для оружия. Однако, периодически оружие можно использовать при толпе. Надо просто понимать ситуацию. M6 полуавтоматическое ружье. За одно нажатие выстреливает 3 снарядами. Больше нечего сказать. Waterme LMG. Мое любимое оружие. Это ручной пулемет. Этим тоже все сказано. Но перед активной стрельбой нужно подождать, пока не раскрутится барабан. Это занимает где-то полсекунды. Strawberry. Самое странное оружие игры. В своем предыдущем видео, которое вам не советую смотреть, я назвал Strawberry чуть ли не худшим оружием в игре. Но сейчас я понимаю, что это оружие просто странное, но при этом уникальное. Strawberry — это лук. Да ладно! И в зависимости от силы натянутой тетивы будут зависеть дальность и урон стрелы. Double Cope. Улучшенная версия обычного дробовика, за исключением дистанции, ибо она меньше, чем у обычного дробовика. Double Cope можно найти только в кроп-дропе или после пролета кроп-дастера. Особенность Double Cope в том, что он не имеет свои семена. Вместо этого Double Cope имеет семена обычного дробовика. И если вы опустошите всю обойму, то вы просто лишитесь Double Cope. Пополнить обойму можно при помощи обычного дробовика. AK-47. АК-47 от мира фермерства. До недавнего времени встречался только в кроп-дропе и после кроп-дастера. Beat Action Rifle. Изначально это было достаточно странное и слабое оружие, но после второго сезона оно стало по сути Sniper Argus 2.0. Beat Action Rifle может убить игрока без щита одним выстрелом даже не в голову. А также у Beat Action Rifle есть буквально X-Ray в прицеле, который работает на приличном таком расстоянии. В основном Beat Action Rifle встречается в кроп-дропе или в кроп-дастере. Узучини. Просто УЗИ. Не прибавить, не убавить. И Radish Gun. Самое имбалансное оружие во всей игре. Буквально Пиавольвер 2.0. Имеет неограниченную дальность, большую обойму и может убить игрока без щита в голову одним выстрелом. И теперь гранатам. Главная особенность гранат в том, что у гранат нет семян. Гранаты можно найти только на спавнах, в кроп-дропе или после кроп-дастера. На спавне, после подбирания, граната всегда появляется вновь спустя 15 секунд. Также, из особенностей, гранаты вы можете случайно убить своего союзника или даже себя. Также граната может взорваться у вас в руке, если вы не выкинете ее вовремя или вы не переключитесь на другое оружие. Pineapple Nade. Это смесь из осколочной и дымовой гранаты. После взрыва наносит существенный урон и оставляет после себя облако дыма. Молотов. Местный коктейль Молотова, в котором находится какая-то коровья бормотуха. Работает как коктейль Молотова. Да ладно! Из особенностей, Молотов не может взорваться у вас в руке. Lemonade. По сути, световая граната. Однако Lemonade сразу взрывается, как только касается поверхности, и поражая врагов в радиусе действия, ослепляя и нанося небольшой урон. Встречается по сути только в кроп-дропе, и в единичном экземпляре граната достаточно слабая. Onionade. Самая мощная граната в игре. Так же как Lemonade, Onionade взрывается при касании с поверхностью. Только вот Onionade оставляет после себя газовое облако, которое наносит нехилый такой урон. Pomegranate. Кластерная граната. Граната на данный момент нормально не работает, и этой гранатой практически невозможно кого-либо убить. А также Pomegranate встречается только в кроп-дропе и после кроп-дастера, из-за чего это не просто худшая граната в игре, это худшее оружие в игре. Know your fucking place, trash! Я перечислил вкратце все оружие, которое есть в этой игре. И именно с этим арсеналом оружий вам нужно будет играть и практиковаться. Почти каждое оружие, хоть и простое в понимании, но приятное в использовании. И каждое оружие имеет свои особенности и секреты, которые вы можете использовать в свою же пользу. Но для хорошей игры в арена-шутер нам нужно не только оружие, но и карты. Если не считать тренировочную карту, то в игре всего 11 карт. На каждой карте свой арсенал спавнов оружий, а также свой пак пауэр-апов.
Для более комфортной игры стоит изучать их местоположение, что на самом деле несложно, и со временем вы все запомните. И давайте я уже расскажу о картах. Countryside. Самая первая карта игры. Буквально база игры, ведь это буквально фермерский участок, на котором расположен дом, амбар, село, несколько складов и... как бы это ни называлось. А также вспаханная грядка, где растения растут в 2 раза быстрее. Riverside. 2 стороны, разделенные рекой. Самая сбалансированная и честная карта во всей игре. Westside. Карта в стиле вестерна. Ничего необычного. Просто мертвый мини-городок с салуном, тюрьмой и висельницей. Какая милота. Roadside. Для многих лучшая карта в игре. И неудивительно, ведь это самая маленькая карта в игре, с отличным геймдизайном. Также здесь отсутствует Care Rocket Launcher, что отрубает спам. А также рядом находится дорога, на которой активно ездят машины, и они могут вас сбить. Graveside. Спи сладко. Просто кладбище. Для некоторых это лучшая карта в игре. На этой карте растения в земле растут в 2 раза быстрее. А также тут есть телепорты. Кстати, через телепорт может пройти не только игрок, но и снаряд оружия. Oceanside. По всей видимости, небольшой островной курорт. В плане графики это ад для глаз. Но в плане геймдизайна это достаточно интересная карта. Darkside. По сути, тот же фермерский участок, но в условиях зомби-апокалипсиса. И тут есть радио. Northside. Новогодний лыжный курорт. Одна из самых нелюбимых карт среди игроков. И любят ее из-за большой просторности. Из-за этого тебя могут убить везде из одного конца карты. Forestside. Лесной лагерь. На карте есть тросы, по которым можно кататься. А также тут есть единственный спаун лимонейд во всей игре. Moonside. Любимая карта казуалов, но не любимая карта для профессиональных игроков. What the fuck is this piece of shit? По большей части вы будете находиться при низкой гравитации. А также тут есть спаун того самого рейдишгана. Countryside at Night. Название говорит само за себя. Ночная версия Countryside, у которой есть лишь несколько отличий от оригинальной карты. А также в будущем нас должна ждать новая карта Eastside, если она уже не вышла на момент выхода видео. Просто пародия на Нью-Йорк, без каких-либо интересных идей. Также тут есть Sunnyside, которая является нормальной версией Darkside, но это тренировочная карта. Для некоторых игроков может показаться, что здесь мало карт, но поверьте, почти каждая из них уникальна и интересна для изучения. Особенно изучать всякие мелкие детали. Даже плохие карты чем-то интересны, хотя бы своей разработкой или своей уебищностью. И на них, в принципе, весело играть. Но вот вопрос. Как играть? Как играть? Ну, точнее, по каким правилам? Да, это тупая подводка для рассказа о режимах. Но я хочу сначала поговорить о другом. О меню. Да, мы говорим о меню лишь после того, как я рассказал часть геймплея. Вот что вы увидите при первом заходе. Сразу скажу, если вы нажмете на кнопку Play, то сначала вас отправят на обучение. Оно крайне короткое, но вы хотя бы сможете прочувствовать управление. Когда вы вернетесь в меню, то вы увидите это. Да, это меню из Fortnite. Не очень приятный факт. Понимаю. Сейчас я разберу только главную вкладку и последнюю вкладку. Хотя в последней вкладке ничего практически нет. Это просто статистика игрока и его прогресса. Так что давайте поговорим о главной вкладке. Если что, это меню с ПК. И на консолях будет отсутствовать кнопка Discord, которая ведет на официальный Discord сервер игры. Кнопка Мерч, которая переносит на сайт с мерчом игры. И кнопка Выйти. По поводу остальных кнопок. Кнопка Squad создает отряд, куда можно пригласить игроков. Но есть нюанс. Вы можете пригласить только игроков с той же платформы, на которой вы играете. А теперь к кнопке Options. В настройках 4 вкладки. Геймплей, аудио, видео, стриминг. Мне кажется, вы и без меня разберетесь в настройках. Но я все-таки объясню некоторые вещи, которые будут важны среднестатистическому игроку. Нам нужна сейчас только вкладка Геймплей. Первые 2 строчки — это настройка чувствительности.
Для игроков на консолях я посоветую сделать чувствительность немного более высокой, для более успешной игры. Третья строчка — это чувствительность во время прицеливания, которую стоит менять только по вашему вкусу. Четвертая строчка — это чувствительность прицела снайперских винтовок. Тут стоит иметь слабую чувствительность, ибо это лучше помогает для прицеливания. Пятая строчка — это FOV. Для более профессиональной игры нужно иметь куда более высокий FOV. Однако стандартное значение в 60 достаточно для обычной комфортной игры. Если что, мой сетап выглядит так, и я играю на контроллере. Дальше идет инвентирование, но это уже ваше дело. Дальше идет языки. В игре 11 языков. Вот они все. Однако, если вы достаточно хорошо знаете английский, то я советую играть на английском, ибо на других языках мало того, что часть текста не переведена, так еще некоторые надписи в игре не отображаются. Убейте меня! Дальше идет регион. Пожалуй, самая важная строчка для обычного игрока. В игре на данный момент 10 серверов. Однако большую часть из них составляют мертвые сервера, где крайне редко можно встретить игроков. На данный момент самыми популярными серверами являются Европа, а также Западная и Восточная Северная Америка. На этих серверах больше всего игроков, и в зависимости, где вы живете, вам и стоит выбирать сервер. Сервера очень легко менять. Если вы не сможете найти игроков на одном сервере, вы можете попытаться найти их на другом. Три последние строчки крайне опциональные. Allow Cross-Platform Play, название говорит само за себя. Toggle Crouch. При активации кнопка приседания будет работать как переключатель. Если у вас отключен Toggle Crouch, то для приседания вам нужно зажимать кнопку. И Arachnophobia Mode. Заменяет всех пауков в игре на это. С настройками мы разобрались. И теперь мы можем нажать на такую сочную зеленую кнопку под названием Play. Здесь вы увидите 4 большие кнопки. Find Match. Название говорит само за себя. Вас просто кидают в рандомное лобби. Снизу также есть вот эта строка с галочкой, смысл которой вы поймете позже. Limited Time Mode. По сути то же самое, однако вас уже кинет в лобби с текущим временным режимом, о чем мы еще поговорим. Horde Mode. Тоже почти то же самое, что и Find Match. И об этом мы тоже поговорим позже. И Practice. Practice можно играть без онлайна. Сам Practice делится еще на 3 кнопки. CPU Match. Это создание офлайн лобби. Frying Range — это просто офлайн версия стрельбища. И тренинг. Об этом мы уже говорили. Но давайте вернемся обратно. Под большими кнопками находятся еще 3 маленькие. Join Room. Зачастую используется для игры с друзьями или для турниров. В таблице каждого матча сверху есть код, благодаря которому можно быстро присоединиться к открытым и закрытым лобби, без каких-либо дополнительных махинаций. В Browse лобби вы можете посмотреть список доступных лобби. Вы сможете отфильтровать поиск лобби, а также узнать, какой код у матча, какой там режим, сколько игроков в лобби и какой может быть максимум игроков, сколько длится один матч или на какой волне сейчас игроки, является ли лобби кроссплатформенным и включены ли какие-либо GMO. Однако, если вам не нравится ни одно лобби или вообще лобби нет, то вы можете сами создать свое лобби. Перед созданием лобби можно настроить несколько вещей. Вы можете изменить таймер до окончания матча от 5 до 10 минут. Вы можете изменить максимальное количество игроков от 2 до 10. Также вы можете включить и отключить ботов. Да, в этой игре есть боты. Они будут как замена обычным игрокам. Сами боты не особо умные, однако лучше не подставляться под их дуло, ибо они все-таки могут вас убить. Отличить бота от обычного игрока можно по нескольким признакам. У ботов определенное количество имен. Боты всегда носят стандартные или легко открываемые предметы. А также вы можете проверить игрока на бота в таблице матча. Если под именем игрока есть этот значок, то это бот. Вы также можете сделать лобби приватным, а также сделать пароль к лобби. Вы можете выбрать карты для лобби, а также вы можете добавить GMO в игру. GMO — это Genetically Modified Options, ну или же просто мутаторы. Они всячески дополняют или изменяют игру. И давайте уже поговорим о том, для чего я вообще завел разговор о меню и о лобби. Режимы. То, без чего бы было бы бессмысленно играть. В игре за почти 8 лет накопилось не так-то и много режимов. Я бы поделил режимы на 3 вида. Основные, дополнительные и временные. По умолчанию будет выбран режим рандом. Рандом — это пак, состоящий из 4 основных режимов, типа команды против команды, которые будут меняться местами после каждого раунда. Каждый режим также можно включить по отдельности. Самым первым из этих режимов является Team Deathmatch. Стандартный режим во всех играх. Цель — набрать 5000 очков или быть лидирующей командой по окончанию матча.
Также за помощь в убийстве дают 10 очков. Еще здесь присутствует овертайм, который происходит, если по окончанию таймера у команд одинаковое количество очков. Овертайм длится 2 минуты, а возрождение будет длиться дольше. Chicken Run. Смесь из захвата точки и захвата флага. В центре карты находится бок-бок, а рядом будут находиться 2 команды. Цель — набрать 200 очков, или быть лидирующей командой по окончанию матча. Очки дают за захват курицы. 1 секунда, 1 очко. Игрок автоматически подбирает курицу, когда тот подходит к ней. Также игрок может выбросить курицу, тем самым можно подстраивать ловушки. Тут также есть овертайм, который срабатывает, если у команды будет одинаковое количество очков, или по окончанию таймера у отстающей команды будет в руках курица. В овертайм за 1 секунду команда с курицей будет получать 5 очков. King of the Crow. Некий аналог контроля точки. Цель — набрать 150 очков или да-да-да быть лидирующей командой по окончанию матча. Очки даются за контроль точки. 1 секунда, 1 очко. Да ладно! Если на точке будут игроки из разных команд, то никто не будет получать очки, пока на точке не будут игроки только одной команды. Каждую минуту пугало будет менять свое местоположение. А также здесь есть овертайм, который работает так же, как и в Chicken Run. Capture the Pig. Последний режим из 4. Это смесь сопровождения вагонетки из Team Fortress 2 и захвата флага. У каждой команды есть призовая свинья. Если команда приведет вражескую свинью к своей базе, то команда получает 1 очко. Цель — набрать 3 очка. Или... Мне стоит это повторять? Вражескую свинью можно оседлать, а также слезть со свиньи, если, конечно, есть место. Свою свинью нельзя оседлать. Однако, если свинья не на базе, то ее можно вернуть на базу путем зажатия одной кнопки. А также тут нету овертайма. Также тут есть еще 2 режима, типа каждый сам за себя. Free for all. Тоже Team Deathmatch, однако тут нет ограничения до 5000 очков. И Crop Swap. Тот же Gun Game из Call of Duty, однако тут есть одна особенность. Убийца с лопаты откатывает убитого игрока на 1 уровень, что можно использовать для замедления лидирующих игроков. Теперь к дополнительным режимам. Frying Range. По сути, Free for all, но всего лишь на одной карте. Sunnyside. Это просто тренировочный полигон, где можно протестировать пушки. Турнамент. Режим, который используется для турниров и более серьезных матчей. Это тот же самый Team Deathmatch, однако здесь нет ограничений на очки. На карте отключены все пауэр-апы, кроме Муншайна, а также отключены Crop Drop и Crop Duster. Также здесь есть такой же режим, только тут каждый сам за себя. Ну и последнее — это временные режимы. Каждую неделю, а точнее в четверг или в пятницу, в зависимости от вашего времени, будет меняться временный режим. Режимов очень много, однако зачастую они однообразные, и зачастую они сделаны по сценарию «вы можете играть только одним оружием». Однако все-таки иногда попадается что-то более-менее интересное. А во всех режимах вы можете узнать на вики, ибо видео еще на 10 минут растянется, если я начну перечислять все временные режимы. Ну и тут, в принципе, все. Вы можете наконец-то создать лобби и начинать получать удовольствие. Сказал бы я, но есть кое-что еще. По факту я дал вам полную информацию об обычной игре, то есть типа фермер против фермера. Однако тут есть один кооперативный режим. Я сейчас говорю об Horde Mode. Horde Mode — это выживание в зомби-апокалипсисе, что-то наподобие зомби-режима из Call of Duty. На данный момент существует 4 карты, для которых есть Horde Mode. Dark Side, Grave Side, Forest Side и North Side. И у каждой карты есть 4 сложности. Обычная, сложная, кошмарная и бесконечная. На каждой карте будут свои враги и свои боссы. Но... если говорить про геймплей, то его можно описать одним словом. Тир. Буквально. Тут очень мало каких-либо механик и вообще чего-либо. Геймплей Horde Mode — это просто тир, где нужно бегать по кругу и стрелять по сути в одинаковых врагов. Да, они отличаются атаками, модельками, но все они сливаются в одну массу, от которой нужно просто бегать. И так вам нужно будет играть на протяжении 30-50 волн. Я здесь никого не осуждаю, может быть именно тебе понравится Horde Mode, но если вам нужен куда более глубокий геймплей, то вам явно не понравится Horde Mode. Единственный смысл играть в Horde Mode, помимо получения удовольствия, наверное, блять, это награды, которые вы будете получать за прохождение различных Horde Mode. Но я дам вам один совет. Хочешь совет? Не пытайтесь пройти Horde Mode на кошмарной сложности в одиночку, ибо там просто дикие условия.
У нас на Discord сервере один чел прошел Horde Mode на Dark Side на кошмарной сложности в соло за 7,5 часов. Сколько? Лучше поищите напарников, которые будут готовы пройти через это дерьмо вместе. Ведь вместе веселей. Ну а если вам не нравится Horde Mode и вам плевать на награды, то вам никто не запрещает не играть в Horde Mode. Хотя критиковать Horde Mode вам никто не запрещает. Но в целом это все про основной геймплей. И вы можете с чистой душой пробовать геймплей на вкус. Биологика. Однако я бы хотел задать еще один тупой вопрос. А ради чего мы играем в игру, помимо того, чтобы получить удовольствие и тратить свое время впустую? Правильно, получать какие-либо награды. И здесь наградами являются предметы. В игре на данный момент 768 различных предметов. Да, где-то 10 штук из них либо недоступны, либо эксклюзивны для какой-либо платформы. Да, где-то почти 210 из них бесплатные. Но все равно, у нас остается примерно 555 предметов, что тоже большое число, и это число увеличивается. Причем немалая часть из них уникальна, я даже один свой ролик этому посвятил. Я надеюсь, вы его не смотрели. А также почти все предметы можно открыть путем честной игры. Здесь нет никаких микротранзакций. Все имеющиеся предметы можно посмотреть в специальной вкладке в меню. Предметы делятся на 3 вида. Фермер. Предметы, относящиеся как-либо к самому фермеру, то есть шляпы, костюмы, очки, питомцы и так далее. Оружие, скины для оружий. Сам скин будет отображаться только в руках и на спине, а на земле оружие примет свою обычную форму. И интерфейс. Предметы, которые связаны с внешними вещами, такие как меню и профиль игрока. Это, конечно, все круто, но как получать эти предметы? В игре на данный момент 5 способов получить предметы. Первый — это уровни. Самая старая система получения предметов. В чем суть? За каждый матч вам будут давать опыт. Опыт дают за различные действия в матче, такие как очки, убийства, наигранное время и так далее. Первый уровень дается за 1000 очков. Однако за каждый новый уровень количество очков будет увеличиваться на 1000. Так будет длиться до 20 уровня. После 20 уровня количество очков за один уровень всегда будет равен 20 тысячам. За каждый уровень вам будут давать какой-либо предмет. На данный момент в игре 700 уровней. Однако здесь есть один нюанс. Вы в карьере сможете получить так называемый престиж и обнулить свои уровни. Не бойтесь, вы не потеряете свои предметы. Вы просто начнете отсчет уровней заново, и в профиле будет отображаться ваш нынешний престиж. Однако за каждый уровень вам не будут давать предмет. За каждый престиж вам будут давать один алмазный предмет. А на данный момент в игре всего 6 престижев. Второй способ — за токены. В чем суть? В игре есть различные праздничные события. На данный момент их всего 5. Новый год, День Святого Валентина, весеннее событие, Юбилей. и Хэллоуин. И у каждого события есть свои токены. За определенное накопленное количество токенов вам будут открываться предметы события. Единственное исключение из всего этого — это юбилейное событие. У юбилейного события нет токенов. Все предметы события получаются путем наигрывания определенного количества матчей. Третий способ — за выполнение условия. У некоторых предметов в меню написаны условия для открытия. Здесь все просто. Вы просто делаете то, что написано в условии предмета. Часть таких предметов открывается за коды. Вам явно не составит труда найти видео об кодах. Четвертый способ — в магазине предметов. Все дело в том, что начиная с 2022 года в игре появилась своя внутриигровая валюта. Бокбаксы. В начале игры вам дадут 1000 таких бокбаксов. Заработать монеты можно путем игры в матче, выполнения ежедневных заданий и в еще одном способе. Магазин находится в первой правой вкладке. В магазине вы увидите 3 отдела: Featured Items, Regular Items и Seasonal Archive. В Featured Items предметы меняются каждую неделю, в тот же день, что и временный режим. В Regular Items предметы меняются каждый день. А про Seasonal Archive я поговорю чуть позже. Каждый отдел имеет свой комплект уникальных предметов, хотя некоторые предметы из Featured Items присутствуют в Regular Items. Если что, предметы из магазина не находятся под замком в гардеробе. И чтобы узнать, какие предметы существуют, вам придется лезть на львики. И последний способ — это Cattle Pass. Да, тут есть свой Battle Pass, причем абсолютно бесплатный. Cattle Pass работает так же, как и уровни. Вам нужно копить очки. Только здесь каждый уровень открывается за 12 тысяч очков.
Здесь наградами являются предметы, однако здесь также можно заработать немного бокбаксов. После окончания сезона и смены одного Cattle Pass'а на другой, все предметы прошлого Cattle Pass'а отправляются в Seasonal Archive. В Seasonal Archive цена всех предметов зависит от его типа. Ну и по факту все. Вы теперь понимаете, что такое Shotgun Famers в плане геймплея. Да, я определенно не все рассказал о геймплее. Но я напоминаю, что это видео всего лишь подробное ознакомительное видео, или же гайд. Так что давайте перейдем к следующей главе. Знаете, иногда в комментариях под видео об Shotgun Famers я видел, что, мол, люди не хотят отдавать свои деньги за такую минималистичную и слишком детскую графику. И я не понимаю, не понимал и никогда не буду понимать таких людей. Серьезно, вам нужно, чтобы в каждой игре был гиперреализм и каждая моделька имела по 100 тысяч полигонов? Не каждая игра должна, блядь, иметь графику уровня The Last of Us. Многие культовые игры отложились в памяти не только благодаря хорошему геймплею или сюжету, но и потому, что у многих из этих игр был свой оригинальный и уникальный стиль. Shotgun Famers одна из таких, ибо графика в Shotgun Famers просто прекрасна. Как сам говорил Куази, графика игры выполнена в стиле лоу-поли и в принципе остается такой до сих пор. Вся суть графики в простоте. По сути, большинство моделек в игре — это текстура, на которой нарисовано небольшое количество линий разных цветов, из-за чего создается достаточно приятный вид. Стоит отметить, что цвета в игре не кислотно яркие, а более блеклые, как будто у здешних красок понизили насыщенность, из-за чего почти все карты выглядят приятно для глаз. Да, в семье не без уродца, но таких уродцев на самом деле мало. Если говорить про дизайн игры, то он тоже по большей части хороший. Дизайн игры делится на два типа: простой и фермерский. То есть, например, в игре есть предметы фермерской тематики, которые должны быть в игре под названием Shotgun Famers, такие как шляпа фермера, грабли, веник и так далее. А есть предметы простой тематики, то есть простые, непримечательные предметы. Например, полицейская шляпа, поварская шляпа, Anniversary Farmer, Werewolf и так далее. Хоть и графика хороша, но в ней есть небольшие минусы. Во-первых, не все модельки в игре сделаны в стиле лоу-поли. Так, тут есть пещера на Норфсайде, которая даже не слишком реалистичная, а просто странная. А также существуют деревья на Саннисайде. А во-вторых, некоторые предметы или карты просто либо плохо сделаны, либо просто не подходят под стиль игры. И если можно еще поспорить насчет качества некоторых предметов, то насчет подходящих предметов сложно поспорить, ибо мы играем в игру про фермеров. Однако в целом графика в Shotgun Famers хорошая. И давайте уже перейдем к следующей главе. Если графика у игры была хорошей, но у нее есть небольшие проблемы, то вот с музыкой практически нет никаких проблем. Ведь музыка просто... Малиновый звон. Почти всю музыку для игры написал тот самый Джулиан Шанахан. И он явно понял суть игры про фермеров. Музыка может быть как веселой и задорной, так и максимально брутальной. Да, не все треки подходят к игре, но если слушать треки отдельно от игры, то эти треки будут звучать очень даже хорошо. Ведь Джулиан умеет писать хорошую и запоминающуюся музыку.
Надеюсь, вы насладились музыкой. И теперь мы можем идти дальше. Сколько бы ни было хороших Gunfamers, у него есть свои минусы. Причем как субъективные, как, например, качество новых обновлений, что я не буду сейчас разбирать, так и объективные. Некоторые субъективные минусы я уже обозначил, такие как Horde Mode и некоторые плохие предметы и карты. Однако, также есть и объективные минусы. Начнем с малого. В игре очень много багов. Они не полностью портят все впечатление от игры, но они все еще неприятные, и их очень долго не чинят. Например, если убить игрока в тот момент, когда он подбирает оружие, то оружие просто исчезает. Или, например, бот буквально пылесосит почти все содержимое кроп-дропа, а баг с невидимой курицей уже как год не могут починить. Далее из минусов. Есть одна очень большая проблема, связанная с новыми обновлениями. Они очень долго выходят. Раньше обновления выходили раз в несколько месяцев, а порой и каждый месяц. Но сейчас из-за нового формата обновлений новые сезоны выходят как минимум через 6 месяцев. Что для такой игры, с такой аудиторией, с такой маленькой командой разработчиков, ну это просто смешно. Походу Квази было скучно жить, и он решил наделать себе проблем. Ну и главная проблема игры, которая, как по мне, может отпугнуть большинство игроков, это онлайн. Да, я сказал, что лобби можно найти, и это на самом деле факт, но есть нюансы. Да, если вы создадите лобби, когда нет других лобби, то в скором времени к вам кто-нибудь да присоединится. Но, во-первых, игра сейчас переживает кризис в плане онлайна. Даже если мы учитываем игроков с других платформ, то цифры все равно удручающие. Однако я вижу другую проблему. Игра сама по себе настолько хорошая, что в нее даже интересно играть вдвоем. А когда набирать лобби хотя бы из 4 человек, то вообще огонь. Да, я понимаю, что я — это я. И то, что мне может доставлять кайф играть даже с одним человеком, может не доставлять другому человеку. Но есть проблема, которая мешает даже мне. Игроки постоянно ливают. Я, блять, не шучу. Почти, сука, каждый при проигрыше начинает ливать из катки. Видите ли, они начинают проигрывать. И, естественно, сука, они ливают, ибо они не умеют проигрывать. Для них лобби такие же проходные, как и их мама. Также здешние игроки не обладают честью. Игроки в половине случаев присоединяются к команде, у которой больше игроков. Из-за чего могут возникнуть ситуации 1 против 3. Или вообще ахуй, 1 против 5. Но знаете, что хуже, чем ливать из матча во время игры? Вызов присоединиться к следующей команде. Чего, бля? Here comes Here comes the crop duster. Victory! A few moments later. Where'd the scarecrow go? Oh, it's over there. Вы понимаете, что это за пиздец? Да, это случается не часто, но оно случается. В итоге вам должно повезти, чтобы никто не выходил из матча, и чтобы вы не остались играть с одними ботами.
И как вы думаете, пытаются ли разработчики как-либо это решить? Нет. Они даже не пытаются. Я не шучу. Они не пытаются штрафовать игроков, не пытаются сделать какой-либо автопаланс. Нет, конечно, зачем решать проблему, если, сука, можно игнорировать ее и потом пиздеть, что у нас самая охуенная комьюнити в мире, блядь. Из-за такого равнодушия к этой проблеме вас может оттолкнуть эта игра. Хотя она отталкивает лишь внешней проблемой, а не игровой. Какой у нас итог? Игра крайне хорошая, но в ней есть проблемы, которые могут отпугнуть некоторых игроков. И я бы хотел задать несколько вопросов. Стоит ли попробовать Shotgun Farmers? Если вы любитель инди-игр, нестандартных игр или арена-шутеров, то еще как. Игра, несмотря на некоторые плохие решения разработчиков, остается все еще хорошей. Ядро игры не было сломано, и оно хорошо работает по сей день. Я вам так скажу. Я имею большие проблемы с новыми обновлениями и некоторыми вещами, которые мне не дают покоя. Но когда я попадаю в полное лобби, где никто не ливает, я начинаю забывать все проблемы, расслабляться. У меня появляется хорошее настроение. Я просто начинаю кайфовать. И все потому, что ядро игры очень хорошо сделано. За цену в $10 игра может дать вам море контента и завлечь вас на 100 часов и больше. Если вы любитель таких игр и вас не отпугнули проблемы игры, то вы смело можете покупать игру. Тем более, что она доступна почти везде и часто находится на распродажах. Однако я не советую покупать версию для свитча. Если PC-версия это база, а консольные версии хоть и иногда имеют задержки, почти всегда обновляются, то версия для свитча крайне медленно обновляется. Сам Quasi на это никак не может повлиять, так как это все происходит из-за Nintendo. Но другой вопрос, если вам игра очень сильно понравилась, то стоит ли присоединяться к комьюнити игры, которую все так хвалят? У меня лично с сообществом не очень хорошие отношения, однако я попробую быть объективным. Сообщество Shotgun Farmers это как деревня, в какой-нибудь окраине, где все друг друга знают и где мало чего происходит. Если вы не поняли, то сообщество очень маленькое, но при этом достаточно токсичное. При первом заходе на сервер вам может показаться, что здесь все такие милые и гостеприимные, но знали бы вы контекст этих людей, вы бы охуели. Если говорить про фан-творчество, то его почти нет. Тут мало контента, особенно в последнее время. Видео входит редко, какой-либо активности нет, и даже фанартов очень мало. Чтобы вы понимали, помимо меня, из постоянных художников тут только еще двое, и то их пребывание здесь в будущем остается под большим вопросом. Если вы хотите присоединиться к сообществу, чтобы посмотреть фанатское творчество, то сообщество вас огорчит, ибо его мало. Ну, если мы говорим про сообщество 2024 года. Однако, если вы хотите быть участником сообщества и делать всякий контент, чтобы помочь сообществу, а не разрушить его, то добро пожаловать к нам. Только не забудьте надеть химзащиту, она вам определенно понадобится. И на этом по факту все. Я рассказал все, что я посчитал важным, и последний шаг остался за вами. Хоть это не обзор, но я все-таки поставлю свою оценку игре. А именно 8,5 баллов из 10. Как по мне, вполне справедливая оценка. А на этом все. Спасибо Славлинейтору и Тобу за помощь по некоторым вопросам. Спасибо Саймону, Вубливериеру и Кербинатору за участие в съемках футажей. И спасибо за то, что ты смог досмотреть это видео до конца. Увидимся в следующий... Ты что делаешь? Ты что надумал? Ты понимаешь, к чему это приведет? Не, стой, погоди. Не делай этого. Ты не найдешь новую версию. Погоди, не делай этого. Стой! Shotgun Farmers. Ну и чего ты добился?